Всем привет, друзья! В этом видео буду завершать изготовление капитальной модульной лестницы на второй этаж. Всем приятного просмотра! Начинаем! На этом канале вы найдете более 160 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. В прошлых сериях я изготовил площадку из лего кирпича, смонтировал металлический каркас, подготовил ступени и покрасил все в 2 слоя белым износостойким лаком. Все ссылки на эти серии вы найдете в описании. Теперь самое время заняться ограждением. Ограждение будет сделано из нержавеющей трубы диаметром 25 мм и толщиной 1,5 мм. Все комплектующие для нашего ограждения я заказал на сайте Perilla Glove Snap. Здесь вы найдете огромный ассортимент качественных комплектующих для изготовления ограждения любой сложности. Perilla Glove Snap сама придумывает, испытывает и производит свою продукцию. Красивая, безопасная и надежная лестница – это Perilla Glove Snap. Кому интересна данная продукция, ссылку найдете в описании под этим видео. Ну что, нарезаю трубу по проектной длине 98 сантиметров. Чтобы рез был идеально ровным, использую стойку для болгарки. Все трубы нарезаны. На них остается опасная острая кромка, зачищаю ее с помощью болгарки на слабых оборотах. Теперь мне нужно сделать разметку для дополнительной консоли под каждую трубу. Чтобы не завалить угол при разметке, трубу контролирую строительным уровнем. Разметка сделана. Чтобы удобно закрутить консоли согласно разметке, снимаю ступени по одной, чтобы их не перепутать. Пока ждал ограждения, я часто ходил по лестнице и заметил неприятный скрип, щелчки. Это конфликт дерева с металлом. Этот эффект нужно обязательно устранить. Ну а пока откручиваю ступени и монтирую консоли согласно разметке. По совету подписчиков решил дополнительно зафиксировать 4 винта на каждой площадке на специальную стопорную краску. Думаю, хорошая идея. Спасибо вам за совет. Чтобы убрать неприятный скрип по ходьбе по лестнице, приобрел листовую резину толщиной 3 мм. Нарезаю ее канцелярским ножом в размер площадки плюс 1 см. Забегая немного вперед, скажу, что данное действие очень эффективно. Ни единого скрипа больше нет. Очень доволен данным решением. Берите на заметку, что тут сказать. Приступаем к монтажу ступеней. Отлично. Все ступени на своем месте, можно устанавливать ограждение.
Трубы вставляются легко, сразу фиксирую их шестигранным ключом. В моем случае ступени сделаны из сосны, это склеенный щит. Чтобы усилить данную ступень в самом нагруженном месте, закручу по одному саморезу длиной 8 см. Думаю, данное действие усилит склеенный щит. Как вы думаете? Головки саморезов прячу за декоративными пластиковыми заглушками. Смотрится симпатично. Продолжаю установку труб. Трубы на своем месте. Теперь установлю ложементы. Ложемент на трубе крепится также шестигранным ключом. Ограждение смонтировано. Пришло время заняться перилами. Перила у нас будут из бука диаметром 50 мм. Отрезаю перила по проектной длине 2 метра 60 сантиметров. С перилами решил немного поэкспериментировать. Мне захотелось, чтобы на перилах присутствовал белый цвет и цвет настоящего дерева. Чтобы достичь такого эффекта, сначала покрою все перила в 2 слоя белым уретано-алкидным лаком. Лак наношу кистью, особо не стараюсь, если будут подтеки, не страшно. Через 24 часа приступаю к созданию рисунка с помощью виброшлифовальной машины. По завершению все шлифую мелкой наждачной бумагой с зерном 320. Протираю все перила чистой влажной тряпкой, жду высыхания и приступаю к финишному слою. Финишный слой будет из той же серии, только в прозрачном цвете. Первый слой наношу валиком с крупным ворсом. Этот валик мне не понравился, потому что он оставлял свой ворс на перилах. Заменил его на другой. Лак наношу в 2 слоя с промежутком в 2 часа между слоями. Ждем высыхания 24 часа и приступаем к монтажу перил на ложементы. Так. Сначала фиксирую перила по краям, потом посередине. Перила креплю на нержавеющие саморезы с пресс-шайбой длиной 19 мм. Перила зафиксировано частично на один саморез, в таком положении второй не закрутить. Поэтому откручиваю шестигранным ключом винт на ложементе и снимаю перила.
Доступ открыт. Закручиваем оставшиеся шурупы и устанавливаем перила обратно на ложементы. Так, все, у меня сила, можно сказать. Сейчас буду затягивать. Левая перила смонтирована, правая монтируем аналогично. Красиво, мне нравится. Пришло время установить металлические заглушки. Для их установки нужно слегка подпилить перила по радиусу. Делаю это напильником. Все, снимаешь? Ну, четко зашло, да? Осталось установить узкую часть ограждения. Здесь мне помогут два переходника. Один к стене, а другой переход с перила на перила. Устанавливаю последнюю трубу. Думаю, нужно будет еще докупить парочку труб и установить. Хотя может и так оставить. Не знаю, посмотрим. Нет. Ну вот, ограждения готовы. После установки ограждения трубы связали всю конструкцию воедино. Лестница получилась жесткой по конструкции, тихой за счет листовой резины и довольно легкой и симпатичной по своей сущности. При этом остается возможность ее усиления, закрепив перила к балкам перекрытия. Но необходимости в этом на сегодня я не вижу. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете о проделанной работе. Спасибо за ваше время, смотрите другие ролики на канале. На канале их более 200. Желаю всем удачи, легкой стройки, скоро увидимся. Всем пока!